Колокольчик прозвенел, когда Марк Дрейк вошел в старую кофейню в прибрежном городке Сандпорт. Это место было далеко от мира его бизнеса, сделок и небоскребов. Но сегодня он пришел не ради дел. Он пришел ради Эммы, своей 6-летней дочери. Эмма, тихая и замкнутая, сидела в инвалидной коляске. Ее пальцы теребили подол пальто, а глаза были устремлены в никуда. С момента смерти ее матери девочка почти не разговаривала. Ни один терапевт, ни один педагог не могли пробиться к ней. Они сели за стол. Марк попытался накормить ее супом, но Эмма оттолкнула ложку. Он сдержал раздражение. Не на нее, на себя. Тут подошла официантка, Клэр, молодая женщина с уставшими глазами и доброй улыбкой. Она предложила помочь. Марк колебался, но уступил. Клэр опустилась рядом с Эммой, начала говорить мягко и по-доброму, как с обычным ребенком. Без давления, без инструкций. «Суп — это как теплое объятие», — сказала она. И произошло чудо. Эмма взяла ложку. Первый глоток за многие месяцы. А потом улыбка. Настоящая, теплая, живая. Марк был потрясен. Он пытался понять, кто эта женщина. На следующий день он узнал, что Клэр училась на специалиста по работе с особыми детьми, была лучшей на курсе и внезапно исчезла из профессии 2 года назад. Позже он выяснил причину. У нее был младший брат с ДЦП, которого она потеряла после неожиданной болезни. С тех пор Клэр избегала работы с детьми. Она боялась снова потерять. «Работай на меня», — предложил Марк. «Я не могу», — ответила Клэр. «Я не выдержу, если снова подведу». Но через несколько дней она вернулась. Согласилась сначала на 1 неделю, и в эти дни все изменилось. Эмма начала реагировать, слушать, смотреть в глаза. Клэр пела ей колыбельные, читала книги, и Марк впервые за долгое время чувствовал надежду. Они стали семьей. Марк учился быть отцом, Эмма — снова доверять. А Клэр перестала бежать от прошлого. Когда Клэр попыталась уйти, испугавшись чувств, Марк не сдался. Он пришел в кофейню с Эммой на руках. И когда Эмма сама взяла ложку и покушала без помощи, Клэр не смогла сдержать слез. Марк встал на одно колено и сказал: «Нам нужна ты. Я не смогу без тебя». Клэр прошептала «да». И в тот момент 3 людей стали одной семьей. Не идеальной, но настоящей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.